Друзья, всем привет! Мы продолжаем подводить итоги 2019 года, и сегодня мы поговорим про чиновников, которые не умеют держать язык за зубами. Ну, как часто бывает с высокими руководителями, я говорю про губернаторов, про министров, про мэров, они скованы своим костюмом, они скованы своим положением. И, может быть, им хочется вот так вот, выйдя на балкон, посмотреть на людей и сказать: ах вы тупое, вонючее стадо, быдло, клопы, пыль под нашими ногами, как мы вас ненавидим, как мы вас презираем. Но не могут, они должны все-таки изображать, делать какую-то видимость, что они работают на людей, что они их выбрали, что они представляют народ, что они слуги народа, что они живут за бюджетный счет, и как-то нужно делать какую-то видимость приличия создавать. Но не всегда, иногда все-таки вырывается иногда у них вырывается, поэтому сегодня, друзья, подводя итоги 2019 года, я представляю вам рейтинг топ-10 длинный язык года, о чем не смогли смолчать чиновники в 2019 году. Поехали! На 10-м месте у нас глава Совета по правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич. Она рассказала о вкладе народа в бюджет. Я еще коллег экспертного сообщества хочу немножко так приземлить. Ребят, вы так легко говорите, а давайте из бюджета возьмем столько, а давайте из бюджета возьмем столько. Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать? Собрание, на котором все это произошло, было посвящено восстановлению исторического квартала города. Ну и вот выяснилось, что оказывается, что там люди что-то хотят, да, что-то требуют. Вы вообще в бюджет хоть что-то положили? Да, откуда деньги в бюджете? А в бюджете, наверное, по мнению Марины Юденич, наверное, деньги Бог дает, или как они там берутся. Ну уж точно это не налоги, и люди, конечно, здесь ни при чем. Чего они вообще какое-то быдло имеют право что-то там требовать? Совсем другое дело, когда различные чиновники запускают в бюджет свою лапку и берут оттуда все, что хотят. Да, ведь это их деньги, наверное, они так считают. А дальше у нас руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Он поведал интересное о справедливых зарплатах ленивых учителей. На самом деле есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. И об этом надо сегодня честно говорить. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату. По мнению руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, если учитель не берет себе 3 ставки, классное руководство, если он не разгружает потом вагоны, если он не моет в школе полы, а если он просто нормально выполняет свою работу, то он недобросовестный. Это ленивый учитель и ленивый врач, и он не должен получать нормальную зарплату. То есть он же так и говорит, что порядочный и добросовестные, и трудолюбивые, нагруженные учителя получают достойную зарплату. В общем, дорогие учителя и дорогие врачи, знайте, что по мнению Юрия Васильева, если у вас зарплата недостойна, если вы открываете кошелечек свой и думаете, вам мясо купить в понедельник или подождать лучше до среды, а сегодня как-нибудь так макарошки сварить. Если вам денег не хватает, если вы не можете ездить в отпуск за границу в Европу, если вы не можете купить себе нормальную квартиру или оплачивать ипотеку, если вы не можете нормально одеваться, в общем, если денег у вас не хватает, то знайте, вы просто непорядочные. Вы непорядочные, ленивые и нетрудолюбивые. На 8-м месте у нас полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вы наверняка слышали это имя, он периодически мелькает в новостях, потому что он полпред самого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Уважаемый человек. Я, если честно, сразу заранее извиняюсь перед Юрием Трутневым, потому что я понятия не имею вообще, кто он, как он, какими судьбами. Но в какой-то момент Юрий Трутнев решил высказаться об урбанистике. Гуляя по Владивостоку, он сказал буквально следующее. Мы вам деньги дали, федеральные, чтобы вы сделали беспрепятственное движение по Владивостоку. Вот смотрите, здесь ширина проезжей части почти такая же, как ширина тротуаров. Только на тротуаре нет ни одного человека, ни одного. А здесь машин посчитать сколько, девать некуда. А тротуар еще есть сверху. А нет бы его убрать полностью, наверху его сделать, а вот здесь вот расширить дорогу. И закончились бы все пробки. Такая свежая мысль в голову вам не приходила? Деньги надо тратить на расширение дорог, на увеличение пропускной мощности, а не на ямочный ремонт и замену бордюров. Да, в общем, пока
уважаемый полпред не влез в тему урбанистики, транспорта, я знать его не знал, а тут приходится отвечать. Я думаю, мои постоянные зрители, они уже понимают, что он несет, они понимают, почему это глупость, и они удивлены, насколько некомпетентный и вообще плохо понимающий человек, вообще, почему он считает возможным рассуждать на те темы, в которых он совершенно ничего не понимает. А я могу с уверенностью сказать, то есть если вдруг господин Трутнев, увидев этот рейтинг, вот как-то обидится, и он посчитает, что он разбирается в том, что он говорит, я готов пойти вот прямо как баттл, да, дуэль, господин Трутнев. Я готов любых авторитетных, независимых транспортных экспертов приглашаем и спрашиваем у них, кто прав, я или вы. И мне кажется, я прямо в одни ворота вас выношу в этом батле, потому что понятно, что ни один человек, который хоть немного знаком с транспортом, с городским планированием, с урбанистикой, с архитектурой, он понимает глупости, которые вы говорите. Конечно же, нужно не расширять дороги, а во Владивостоке, еще раз, просто катастрофическая ситуация с пробками. Это просто город ужасно враждебный, неудобный. Он враждебный для человека, и во Владивостоке ситуация ужасная. И во Владивостоке нужно не дороги расширять, а нужно, наоборот, заниматься общественным транспортом, развивать городскую среду, делать нормальные и тротуары еще шире, делать нормальные переходы, делать нормальные общественные пространства, восстанавливать трамвай, где вы его убили, запрещать в центре парковку, ограничивать автомобилизацию и так далее, и так далее. То есть нужно делать город удобный для людей, а не строить бесконечно дороги, развязки и все остальное. Потому что еще ни один город нету в мире успешных примеров, когда расширение дорог, оно как-то спасало от пробок. Это провоцирует еще больше автомобилизацию, это делает город еще более несправедливым, опасным и неудобным. Кроме того, расширение дорог и строительство этих подземных переходов и развязок и другие подобные меры, которые вы предлагаете, они не только вызовут транспортный коллапс, это еще и дискриминация значительной части жителей города. Потому что получается, что огромные деньги, бюджеты, пойдут на попытку удовлетворить запрос богатых жителей. А если у человека нет автомобиля, если это пожилой человек, если это больной человек, если у человека нет денег на автомобиль, он будет страдать. И в итоге мы получим несправедливый город и рост социальной напряженности. Поэтому, конечно, Владивостоку ни в коем случае нельзя слушать полпреда, нельзя вообще как-то дискутировать на тему урбанистики, а слушать нужно специалистов, которых можно в город пригласить и попросить, чтобы они разработали стратегию развития Владивостока. Юрий почему-то очень волнуется за людей в машинах, но лучше бы попробовал просто пройти пешком по Владивостоку и посмотрел бы, каково это эти подземные переходы, неожиданно обрывающиеся тротуары, ямы и прочие прелести. Возможно, его мнение бы после этого поменялось. А еще лучше, чтобы он попробовал это сделать с коляской или тяжелой сумкой. Вот пусть оценит удобство жителей, когда вот нет этой железной коробки. Вот я прямо предлагаю, давайте, я могу прилететь во Владивосток, и мы с господином полпредом на инвалидных колясках попробуем по Владивостоку попутешествовать. Или хотя бы с детской коляской. Давайте проверим, как во Владивостоке. На 7-м месте у нас губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Он решил высказать свое мнение про газоны. Есть тротуар, есть дорога. Между тротуаром и дорогой вот эта зеленая часть. Должна была бы быть зеленой. Она никогда зеленой не бывает. Она всегда затоптана, заплевана. И я не понимаю, для чего мы ее, вот эту часть, оставляем. Причем в проекты закладывается. Вот эта часть не считается газоном. На этот газон, пожалуйста, заезжай, ничего не будет. Это вот ко всем. И к Калуге, и к Обнинску, и к другим городам. От этих так называемых газонов надо избавляться. Просто избавляться и все. Или расширять карманы делать для того, чтобы можно было какую-то делать для автомобиля временную парковку. Или, допустим, проезжую часть расширять. Или выкладывать плиткой. Или леерное ограждение делать, чтобы нельзя было заехать. Если вы не поняли, господин Артамонов решил побороть газоны, которые часто сейчас есть, и зеленые насаждения, которые часто сейчас есть между проезжей частью и тротуара. Это такое стандартное еще советское планирование. И вместо газончиков сделать там парковочные карманы или вообще расширить дорогу. Вам нужно с господином Трутневым объединиться и портить города. Желательно где-нибудь, я не знаю, выберите какой-нибудь город один, чтобы хоть всю Россию не испоганить. А очень, я так понимаю, у господина Артамонова была основная претензия в том, что газоны там не растут, поэтому давайте их там уберем. А газоны там не растут, ну то есть если вы хотите, чтобы в городах был газон, а не вот эта вот заплеванная зеленая часть, то достаточно просто соблюдать несколько правил. Например, нельзя просто кинуть семена травы в землю и надеяться, что они взойдут. Да, газон
нужно выращивать. Можно купить качественный рулонный газон и расстелить его на открытом грунте. Можно засеять прямо в почве, но для этого почву нужно хорошо подготовить. Обычно грунт там очищают от камней, сорняков. В общем, если правильно подойти, то можно сделать нормальный газон. Все технологии есть, и почему-то у других городов это получается, а у вас какая-то проблема. Далее, нельзя игнорировать дренаж и грамотную разуклонку. Если на участках озеленения у вас будет скапливаться вода, как почти всегда происходит в России, то, естественно, вместо газона там будет просто грязное болото, а лишняя вода должна уходить просто в канализацию или в специальные дренажные канавы и так далее. В-третьих, нельзя позволять водителям парковаться на газонах. Нужно назначить за это высокие штрафы, нужно делать какие-то ограничительные меры, и деньги, которые вы взимаете с автомобилистов, с этих штрафов должны посылать в бюджет города и тратиться на то же самое благоустройство. В-четвертых, в некоторых случаях газоны можно защищать от машины столбиками, живыми изгородями, высаживать там кусты или делать там другие элементы благоустройства. Все это, конечно, сложно, долго и довольно дорого, и проще действительно превратить город в асфальтовое поле, убрать все зеленые насаждения, убрать газоны, все закатать в асфальт, тем более автомобилисты уже готовы вам аплодировать, потому что появятся новые парковочки. Но вот какой путь выберут российские мэры и губернаторы, мы увидим в самое ближайшее время. Я надеюсь, все-таки губернаторы у нас перестанут бороться с зелеными насаждениями, потому что у нас так все города закатаны в асфальт, и наконец-таки начнут делать комфортную, безопасную городскую среду. Итак, мы плавно переходим к 6-му месту. И на 6-м месте у нас расположился мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Он решил высказаться о многоэтажках и миграциях. Значит, сити-менеджер, он называется сити-менеджер Ростова-на-Дону, он посоветовал валить из города всем, кому не нравятся многоэтажки и кто не хочет продавать свой частный дом застройщику. Прям так и сказал. Цитирую. «И то, что вам не нравится, то, что рядом вырастают свечки, то, что вам некомфортно, и то, что окна многоэтажки смотрят вам во двор, но вы же поймите, это город, он разный, он развивающийся, и это неизбежно. И, возможно, инвесторы предложат вам продать ваш участок, чтобы построить на нем дом и парковку. А если вам мешают такие перемены, может стоит задуматься о смене места жительства». То есть вы поняли, если вы живете в Ростове, и если вам вдруг не нравится то, что на месте малоэтажной застройки растут бесконечно вот эти вот высотки, бесконечно эти башни, что исторические здания сносят, что частный сектор просто выжигают по беспределу. Если вам вдруг это не нравится, мэр города рекомендует вам свалить нахрен и не мешать девелоперам зарабатывать деньги и строить свои свечки и парковки. То есть уродовать Ростов, сносить памятники архитектуры, истреблять все хорошее, что было создано, и лепить бесконечные многоэтажки, это, по мнению мэра, просто неизбежно. Вы понимаете, во Франции, Испании, Англии, Германии как-то обходятся без этого. Никто в исторических городах, в центрах не лепит эти бесконечные высотки. Там грамотно строят и планируют города, думают о людях, развивают транспорт, проектируют удобные, безопасные улицы, и вроде у них все получается. А в Ростове-на-Дону это неизбежность. Даже и не знаю, что еще можно добавить. Я, если честно, давно наблюдаю за тем, что происходит в Ростове. И по мне, этот город очень не нравится мэру Кушнареву. Мне даже кажется, что мэр Кушнарев ненавидит Ростов. И у меня есть предложение, а может быть, господину градоначальнику стоит задуматься о смене места работы, если он так ненавидит Ростов. Ну что, друзья, мы с вами преодолели экватор нашего рейтинга и плавно приближаемся к 1-му месту, но пока у нас 5-е место. 5-е место в самом интригующем рейтинге «Длинный язык 2019 года». А у кого же самый длинный язык, кто не умеет держать его за зубами. На 5-м месте у нас губернатор Красноярского края Александр Ус, который поведал о правах человека. Когда губернатор Ус встретился с жителями затопленного Канска, там было наводнение, с одной женщиной произошел у него вот такой вот диалог. Думаю, что никого не обидел. Хорошо? Ну, а что, у нас выборы есть, что ли? А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет? Нам вертолеты будут присылать? Что вы хотите мне сказать? Нет, ну просто... Права мне отсыпать. качнуть? Я тоже вам сейчас Я могу не качнуть. качаю, я спрашиваю. Поэтому и мы и дорогу видели, и котельную видели, и все. И губернатор рай. Я спрашиваю, если ее размоют, что нам делать? Если ее размоют, значит ее восстановят. Ну, я даже не знаю, что если добавить. Действительно, как посмели холопы что-то требовать, что-то просить.
права качать. Они что, не видят, что губернатор перед ними стоит? Надо кланяться и землю целовать за ним. Они права, дураки, качают. Даже как-то неловко за них. Простите, пожалуйста, губернатор Александр Усов, что такие вот народ вам не тот достался. И вместо того, чтобы ноги вам целовать, они права качают. Мне очень стыдно за жителей Канска. Жители Канска, вы отвратительны. Вы позорите вашего губернатора. Смеете задавать ему вопросы, еще смеете качать права. Отвратительно. Ну и поскольку губернатор Ус у нас вот так не любит, когда качают права, я решил целых 2 места ему дать. Мы сделаем место 5.1. 5.1 это место специально для губернатора Александра Уса, потому что он 2 раза отличился в этом году. Как вы помните, в Красноярском крае были лесные пожары. И во многих городах области был страшный смог, людям было нечем дышать, власти очень долго отказывались включать режим черного неба, это когда останавливаются промышленные предприятия, вообще люди не умерли. Власти утверждали, что горячие леса, они настолько далеко от населенных пунктов, и поэтому тушить эти леса просто было экономически, по их мнению, нецелесообразно, а вместо этого нужно было ограничиться работой только на земле. Ну и вот что губернатор Красноярского края сказал. Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно. И все было бы, конечно, замечательно, что действительно, ну, наверное, это каждый год происходит, и этим летом я от многих слышал, от многих блогеров, от многих журналистов, что они пытаются представить, знаете, так, везде горят, в Австралии горят, в Калифорнии горят, и у нас горят, это типа все нормально. Нет, друзья, это не нормально, потому что если вы посмотрите вообще, почему это происходит, я об этом делал целый ролик, вот кто не помнит, посмотрите, пожалуйста. Но тезисно, да, когда мы говорим, здесь проблема же не только в ущербе лесам. Проблема в том, основная проблема, что когда на города опускают вот этот смог, почему-то никто не думает о здоровье людей, которые живут в крупных городах. Потому что после того, как были вокруг Москвы лесные пожары, по очень такой статистике скромной, да, невозможно всех почитать, да, но врачи оценили, что жертвами этих пожаров стало 50 тысяч человек. Это 50 тысяч человек, у кого обострились хронические заболевания, у кого возникли онкологические заболевания, у кого по другим там причинам из-за постоянного смога, и вот когда там несколько дней эти люди там преждевременно умерли, и кто-то заболел, и нанесен колоссальный вред здоровью. Это все врачи говорят, потому что этим нельзя, это катастрофа. Насколько нам экономически целесообразно спасать десятки тысяч жизней, которые уносят вот этот смог и эти пожары, да? Сколько стоит человеческая жизнь в России? То есть то, что у вас на города-миллионники, вот этот смог, и людям нечем дышать, да, что это экономически нецелесообразно тушить. Тему лесных пожаров я подробно разбирал в отдельном ролике, посмотрите его, ну, тезисно. Нужно понять, что лесные пожары 2019 года, они были крупнейшие за всю историю наблюдений, то есть это не рядовое событие. Во-вторых, основная причина пожаров — это все-таки деятельность человека. Сухая и жаркая погода — это вторичный фактор. Зато решение чиновников не тушить пожары сыграли большую роль в их распространении, потому что не тушили не только те пожары, которые уже действительно нельзя потушить, они тушили и новые пожары, которые начинались, которые можно было локализовать. И вот это все в комплексе привело к тому, что это были крупнейшие пожары за всю историю наблюдений. В-третьих, проблема в том, что нужно требовать пересмотра так называемых зон контроля, чтобы можно было тушить пожары с рядом городами и селами, и чтобы сотни и тысячи людей не погибли в огне и от смога. А чиновники не смогли договориться с этой экономической нецелесообразностью. В-четвертых, если ваш город в зоне задымления, требуйте от властей ежедневных точных данных о загрязнении воздуха. Их не было. И уезжайте при неблагоприятных условиях и прогнозах при первой возможности. Потому что дым от пожаров, этот смог, он реально убивает. Это не шутка, это общемировая практика, это доказано, это исследовано. Десятки тысяч людей, они так или иначе становятся жертвами вот этих вот лесных пожаров. И это большая проблема. 4 место. На 4 месте у нас глава пресс-службы губернатора Иркутской области Арина Алашкевич. Она рассказала о быдле и бичевне. В общем, я просто вам дам послушать, как вот эта вот женщина говорит о людях, потому что мне сложно это воспроизвести, и я не хочу. Послушайте, пожалуйста, что думает глава пресс-службы губернатора Иркутской области о людях. Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, как я еще раз говорю, приехали эти передовики, 2 самолета по 100 человек каждый. Понимаете? И это они у нас были. На следующий день они были в Магнитогорске. То есть и туда там самолет. Царя ублажали. Понимаете? Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли, вы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках черных,
белые носочки, тут шляпа у меня, одеты черти как. 2 класса образования, но зато он пришел, я такого в жизни не видела. Ну, здесь нужно отметить, что и вот эту вот милую даму, которой не понравилось, как люди погорельцы одеты, недостаточно модные, видимо, они для нее, и губернатора Иркутской области Сергея Левченко выкинули на обочину истории. Они, ну, девушку уволили давно, а вот губернатор Иркутской области недавно ушел в отставку. На этом их карьера, по крайней мере, временно завершена. Я не понимаю, как можно так рассуждать о людях и что у них вообще в головах. Зачем идти на работу, если ты так ненавидишь людей, с которыми ты работаешь? Зачем идти работать в администрацию региона, если ты считаешь, что у тебя люди, там, они алкаши, быдло, 2 класса образования? Мне это вообще непонятно. 3-е место. Мы приближаемся уже к первой троечке. На 3-м месте у нас мэр Сибая, это Башкортостан, Рустем Авзалов. Рустем Авзалов был крайне недоволен тем, что люди решили протестовать. Это небольшой 60-тысячный городок, и он стал известен на всю страну, потому что там случилась экологическая катастрофа. С ноября 2018 года в законсервированном карьере Учалинского горно-обогатительного комбината тлела руда, из-за чего, в общем, жителям Сибая буквально было нечем дышать. Предельно допустимая концентрация диоксида серы в воздухе, она была превышена в десятки раз. Людей просто травили, и жители Сибая в какой-то момент не выдержали, и они вышли на митинг и написали обращение к Путину. Ну, да, вот, к сожалению, сегодня в России это единственный зачастую способ обратить на себя внимание. В общем, эффект был достигнут. О горожанах вспомнил, наконец-таки, мэр Сибая. Он вспомнил, что в городе экологическая катастрофа. И Рустем Авзалов, он явно читал методичку по оправданиям у бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, которую тот написал после трагедии в Зимней Вишне. Она очень простая, да? Ну, давайте быстренько напомним, что сказал Аман Тулеев. Амар Гурьевич, как вы оцениваете ситуацию? Владимир Иванович, вы лично звонили мне еще раз. Спасибо великое, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории. Началось, как обычно, на горе, на людском. Начали, вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали, в момент. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот, что хотят, это вообще не родственники погибших, это вообще вот, ну, те, кто постоянно в бузатере. Собственно, запомните, если вы мэр или губернатор, и народ что-то там хулиганит, да, значит, нужно сначала лизнуть вышестоящему начальству, да, там, спасибо. Затем надо пнуть тех, кто позволил себе выйти на акцию протеста. Там, бузутеры, вы пиаритесь на трагедии и так далее. В общем, примерно то же самое сделано с мэр Сибая. Тот митинг, который был в выходной день, это было неправильно. Ну, конечно, митинг это всегда неправильно. Кто видел то видеообращение, которое сделали в воскресенье? Человек живет в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет 5 судимостей, и вот такой, извините за выражение, козел стоит у меня на площади, на нашей Сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел и такое делает. Мы вообще должны такое пресекать. Пусть не лезет со своим уставом в наш город. Мы сами разберемся в своих проблемах. У нас для этого есть силы и возможности. Вы поняли, да? Экологическая катастрофа, никто не обращает внимания, люди выходят на митинг. А мэру не понравился, что один из митингующих, что он был из другого города. То есть мэр, которого ткнули мордой в его несостоятельность и неспособность решать проблемы города, он обозлился на неправильный народ, ну и решил вот ответить таким откровенным хамством. Ну, здесь проблема в том, да, что, видите, если бы этого мэра можно было переизбрать на выборах, то, конечно, его бы нафиг переизбрали, да, ну, вообще в нормальной стране он немедленно бы уволился, но в Башкортостане, в частности, на это надеяться не приходится. Мэр до сих пор занимает свой пост, до сих пор, видимо, хамит людям, считает их за скот, за быдло. Ну что, видите как, не повезло, еще одному мэру не повезло с народом. Смеет на митинги выходить. 2-е место, друзья, и на 2-м месте у нас замминистра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев. Он рассказал нам о больных пенсионерах, пенсионерах-дармоедах. Чем же мне не понравились пенсионеры? Я считаю, что персонал, который работает в ночные смены, просто просиживает часы и получает зарплату ни за что. Что касается пенсионеров, которым якобы жизненно необходим круглосуточный стационар,
то могу заявить, что большинство из них не имеет серьезных заболеваний. Если хотите, 90% ложится в больницу, чтобы отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть, сэкономив на продуктах. Это еще называется дармоедство. По мнению замминистра здравоохранения Пермского края Михаила Мальцева, больные люди, которые попадают в больницы, которые находятся в стационаре, они просто прикалываются, да, они как на курорт, они ездят в больницы Пермского края. Им дома просто не хочется работать, не хочется готовить, а тут приезжаешь, все же знают, да, что российские больницы это как курорт. Прямо хочется скорее от всех домашних дел и хлопот скорее лечь в больницу. Очереди стоят в нашей больнице, как в дорогой клуб. Есть VIP-очередь, где, если у тебя знакомый охранник, так подходишь, слушайте, можно подлечиться у вас, хотя пару дней на выходные, детки просят, мама, куда мы поедем на каникулы? В больницу. И дети счастливы, мы поедем в больницу, там так здорово, нас там будут кормить 3 раза в день. Я даже не знаю сейчас, как на это реагировать. Неужели замминистра здравоохранения, он думает, что кто-то в здравом уме захочет добровольно лечь в больницу? А если, по его мнению, допустим, он провел исследование, и он выяснил, что действительно то, кто остается там на ночь, и кто там лежит, это дармоеды, которые сидят тут на шее у Министерства здравоохранения, то представьте, насколько хреново этим старикам, насколько хреново этим людям, насколько они плохо живут, что они готовы променять домашнюю еду на бесплатный этот корм, который дают в больницах региональных, провинциальных. Тебе будет очень тяжело питаться, если ты лежишь просто в бесплатной обычной больнице, а если это не в Москве, если там не в Петербурге, если тебе не повезло попасть в какую-то хорошую больницу, которых там может быть у нас 5-10%. Если ты просто попал в обычную какую-то провинциальную больницу, и у тебя нету денег, да, то у тебя отношение будет скотское. Ты будешь жить в скотских условиях. И кормить тебя будут не пойми чем. То есть, если, по мнению замминистра здравоохранения, люди туда как на курорт едут, то есть, это что у них дома творится? Это катастрофа тогда еще больше получается? Мне как-то прям даже страшно такие слова слышать от чиновников, которые называют людей, кто не может себе позволить там нормальный уход, он их называет дармоедами. Ну и давайте первое место. Кто же у нас на первом месте? На первом месте, кто же у нас на первом месте? И здесь читатели скажут: Варламов, ты никогда не критикуешь Собянина. Почему ты критикуешь всех, ты постоянно хаешь разных мэров, но ты никогда не ругаешь Собянина? Сегодня на первом месте у нас мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Сергей Семенович Собянин, который во время протестов, на мой взгляд, просто замечательную фразу сказал: похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо законы попирают. Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. То, наверное, здесь действительно можно было сказать: мы же не в Зимбабве живем. Правильно говорит Сергей Семенович Собянин, мы не в Зимбабве живем, мы живем в России. И поэтому у нас выборы как выборы, а в Зимбабве выборы не выборы. Есть только одна проблема. Сергей Семенович Собянин, возможно, вы не знали, когда готовили эту речь, но согласно индексу демократии за 2018 год и в Зимбабве, и у нас царят авторитарные режимы. Но Зимбабве расположилась на 134-м месте рейтинга, а Россия на 10 позиций ниже в одной компании с Казахстаном, Афганистаном и Джибути. То есть в плане выборов и демократии в Зимбабве, конечно же, жопа, но не такая жопа, как в России. Это было топ-10 самых неуместных высказываний чиновников за 2019 год. Ставьте лайк, распространяйте это видео, а мы увидимся с вами завтра в новом ролике. Всем пока!